Приветствую всех любителей вязания. Спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Алена, и в этом видео я покажу, как закрыть петли резинки 2 на 2 по кругу при помощи иглы. Когда мы закрываем таким способом, то край получается аккуратным, хорошо растяжимым и уплотненным. Есть разные способы закрытия иглой. Я покажу один из способов. Край получается довольно аккуратный и красивый. Для того, чтобы закрыть резинку 2 на 2 при помощи иглы, первое, что мы должны сделать, это перевести петли в резинку 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Для этого в последнем ряду резинки 2 на 2 последнюю петлю ряда, она у нас изнаночная, смещаем влево. То есть мы маркер переносим вправо и ставим его перед этой петлей, а саму петлю мы не провязываем. Снимаем петлю, снимаем маркер, возвращаем петлю обратно и одеваем маркер перед этой петлей. Следующий ряд у нас будет начинаться с изнаночной петли, и все петли в этом ряду мы должны будем провязать резинкой 1 лицевая и 1 изнаночная петля. Делаем мы это следующим образом. В каждой группе лицевых петель мы должны поменять местами первую петлю и предыдущую изнаночную петлю. Для этого мы подхватываем правой спицей первую лицевую петлю, оставляем ее перед работой и перекрещиваем с изнаночной петлей, которая перед ней, придерживая изнаночную петлю пальцем. Мы переносим ее на левую спицу, затем возвращаем лицевую петлю на левую спицу и провязываем эти петли. Сначала лицевая петля, затем изнаночная петля. Далее провязываем 1 лицевая и 1 изнаночная петля и делаем опять перекрещивание петель. Точно так же, как мы делали перед этим. Меняем петли между собой. Лицевая петля впереди работы. Провязываем сначала лицевую петлю, затем провязываем изнаночную петлю. И опять 1 лицевая, 1 изнаночная. Можно сразу провязывать эти петли, не снимая со спицы. Сначала провязываем лицевую петлю, не трогая первую петлю изнаночную, таким вот образом. Затем провязываем изнаночную петлю. Нить заводим перед работой и провязываем изнаночную петлю. И обе эти петелечки мы сбрасываем. Будет то же самое. Это вы должны самостоятельно понять, как вам удобнее провязывать эти петли. Выбор за вами. И вяжем таким образом до конца ряда. Опять у нас тут лицевая, изнаночная. И перекрещиваем первую лицевую петлю и предыдущую, которая перед ней, изнаночную петлю. После того, как перешли на резинку 1 лицевая, 1 изнаночная, следующий этап нам надо провязать 2 подготовительных ряда полой резинкой. Благодаря полой резинке край будет более эластичный и вид будет завершенный. Итак, мы должны провязать в первом ряду лицевые петли провязываем, а изнаночные петли снимаем, а во втором ряду лицевые петли снимаем, а изнаночные петли наоборот провязываем. Итак, первый ряд лицевые петли провязываем. У нас лицевая петля мы провязали, изнаночную петлю снимаем, не провязывая, нить у нас при этом перед работой. То есть мы вот таким вот образом снимаем. Дальше у нас опять лицевая, провязываем лицевую, изнаночная, снимаем изнаночную, как изнаночную. То есть мы за заднюю стенку подхватываем и снимаем ее, не провязывая. И так мы вяжем до конца ряда. Вяжем второй ряд полой резинки. Теперь мы лицевые петли снимаем, не провязывая, и нить за работой, а изнаночные петли наоборот провязываем. Вот у нас лицевая, мы ее снимаем, а изнаночную петлю мы провязываем изнаночной петлей.
лицевую снимаем нить за работой, изнаночную петлю провязываем. Лицевую сняли, изнаночную провязали. Так вяжем до конца ряда. Я провязала 2 ряда полой резинки, и теперь будем закрывать петли иглой. Можно провязать еще 2 ряда полой резинки, но я остановлюсь на 2. Отрезаем нить от клубка. Длина нити должна быть где-то в 3-4 раза длиннее, чем окружность нашей работы. Это приблизительно я делаю таким образом. Раз, два и 3. Ну, я сделаю 4 раза. Мне лучше, чтобы осталась ниточка, чем не хватило. Все, отмерила нить и отрезала. Берем иголку, вдеваем нить. Сначала будет не очень удобно и комфортно с ней работать, потому что она очень длинная. Но надо приспосабливаться. И вытягивать нить аккуратно, чтобы она не путалась. У меня все готово. В этом ряду мы опять смещаем начало ряда. Первая петля у нас лицевая. Мы ее провязываем, и начало ряда будет начинаться с изнаночной петли. Далее выводим ниточку перед работой. И первое действие наше — это мы вводим иглу в изнаночную петлю слева направо. Вот у нас она расположена таким образом. Мы вводим вовнутрь, слева направо, и протягиваем ниточку. Следующий шаг. Смотрим на расположение петли на правой спице. Нам нужно ее подхватить за левую стенку и соединить с правой стенкой лицевой петли на левой спице. Подхватываем. Эту петлю, подхватываем вот эту петлю и протягиваем ниточку. Далее мы вводим иглу в изнаночную петлю справа налево и тоже вытягиваем нить. Если мы так заводили, теперь мы заводим вот таким вот образом. Вытягиваем нить и снимаем петли с левой спицы. Так, все, мы закрепили начало. И дальше мы работаем таким же образом. Ниточку подтягиваем, но не затягиваем сильно, чтобы была видна снятая лицевая петля. Вот эта стеночка нам понадобится при дальнейшем закрытии петель. Повторяем предыдущие действия. Сначала вводим иглу в изнаночную петлю вот таким вот образом, слева направо. Затем подхватываем снятую лицевую и лицевую, которая у нас на спице за изнаночной петлей, и протягиваем нить. Подтянули и выводим в изнаночную петлю иглу. Вытягиваем ниточку и опять мы сбрасываем эти 2 петли. Подтянули. У нас опять петля это такая вот открытая, как бы ее видно. И мы таким образом продолжаем дальше.
заводим в изнаночную петлю, подхватываем предыдущую лицевую петлю и следующую лицевую петлю, протягиваем нить, подтянули и заводим иглу теперь справа налево в изнаночную. Подтянули, затянули, сбросили. Вот опять петля у нас это будет далее сшиваться со следующей лицевой. Итак, давайте еще несколько раз. Протягиваю в изнаночную, подтянула, подхватила петлю и следующую лицевую. Затянула и выводим иглу справа налево в изнаночную. Подтянула, сбросила. Таким образом продолжаем закрывать петли иглой. Закрываем так до конца ряда. Я дошла до конца ряда, осталось мне закрыть последние петли. Еще раз показываю, вводим в изнаночную петлю, подтянули, соединяем 2 лицевые петли, подтянули и выводим иглу в изнаночную петлю. Сбрасываем. И здесь мы уже подтягиваем хорошенько и закрепляем нить, выравнивая ряд, и протягиваем с изнаночной стороны резинки, соединяя с петлей, которая рядом. И можем обратно ввести иголочку. Вот так вот. С этой стороны мы нить закрепляем. Так, все, спрятали нить, обрезаем ее, и наш край закончен и закрыт. Давайте посмотрим, как выглядит край, закрытый при помощи иглы. Аккуратно и эластично. После ВТО петельки раскроются, будет немножко иначе выглядеть изделие. Здесь
Выглядит тоже очень аккуратно и красиво. Все, на этом у меня все. Всем, кто учится закрывать таким способом, я желаю удачи и ровных петелек. Всем пока-пока.